Всем привет, это я, Аленчик, добро пожаловать на мой канал, и сегодня у нас шторные лайфхаки. Я дождалась осени для того, чтобы прогуляться потом по Кишиневу и заглянуть в окна домов с солнечной стороной. И сейчас мы разберем все случаи, которые я увидела у наших жителей, то есть у них были разные идеи, и было такое ощущение, как будто они смотрят мой канал. То есть в основном там были шторы, которые вешаются без карниза напрямую на окна. И в основном мы рассмотрим, как шторы повесить на открывающиеся створки, на глухие створки. В конце будем делать разные эксперименты. Надеюсь, вы видео досмотрите до конца. И если вам не сложно, ставьте мне лайк сразу и подпишитесь на мой канал, а мы поехали. Вначале хочу рассказать один лайфхак. Очень часто в последнее время в моей практике я встречаю, когда ставят гипсокартон прямо под стеклопакет. То есть не остается ни кусочка места для того, чтобы поставить карниз. И у нас еще ни один карниз не упал, если мы ставили на червячки либо бабочки. Но если вы не доверяете, то ищите профиль в гипсокартоне, а именно саморезы, которые его держат. Они обычно под слоем штукатурки, и вы их можете найти вот с помощью вот таких приспособлений. То есть вот, например, такой вот магнит с телескопической ручкой можно купить где угодно, в любом строительном магазине или на Алиэкспрессе, я их видела кучу. А еще более простой вариант – это найти такую рулетку, у которой в основании есть два магнита. И получается, что вы должны поискать вдоль потолка. Ну, я в данном случае показываю сейчас вдоль стены, но нужно вдоль потолка искать вот эти вот саморезы и именно в профиль вкручивать свой карниз. Обычно люди закрывают свои окна от сильного солнца с помощью жалюзи, но они не всегда придают уют интерьеру и не всегда они красивые. А еще чаще всего у людей просто нет денег, особенно после ремонта или после каких-то крупных издержек. Поэтому я вам сейчас показываю, как люди закрывают окно без ткани. Видимо, самый дешевый вариант – это закрыть окно с помощью фольги. Не скажу, что это смотрится красиво со стороны улицы, но, возможно, как раз функционально. И вот есть вот такой вот вариант еще, который я увидела, и это подложка из фольги. Обычно ее ставят возле батареи, чтобы она отражала тепло от стены. Продается в любом строительном магазине. И я думаю, что их крепили на двусторонний скотч, скорее всего. И как вы понимаете, я сейчас вам показываю от простого к сложному. То есть, чем дальше видео, тем сложнее вам буду показывать, на что люди способны. И как видите, одни наклеили просто бумагу, другие наклеили куски обоев, третьи сделали жалюзи из обоев. Я как раз тоже сделала мастер-класс и показала, как это делается. Ссылочка будет в описании под этим видео. А еще есть бюджетный вариант, когда клеют на окна вот такую пленку, типа витражного стекла делают. А еще продается тонировочная пленка или просто белая. Но витражная мне больше всего понравилась, она смотрится необычно, но это на любителя. Кстати, на Алиэкспрессе тоже продается. И теперь беремся за самое вкусное, за самое интересное. Про шторы без карниза, как повесить тюль на окно и как сделать, чтобы это было красиво, цензурно и аккуратно. Все варианты, которые я сейчас буду вам показывать, они подходят для балконных окон, для окон на кухне, на даче. Вообще многие идеи я разработала тогда, когда я жила на съемной квартире, как вариант, чтобы не сверлить раму, стены. И начнем с простейшего. То есть у нас есть карниз кафе, я вам его много раз показывала, и его можно установить на открывающиеся створки и на глухие, но есть один нюанс. Я о нем вам никогда не говорила. Перед тем, как устанавливать вот эти пяточки с клейкой основой, нужно сначала, допустим, ацетоном для ногтей смазать место, куда вы собираетесь его приклеить, разогреть эти места феном и только тогда снять защитную пленку с пяточки. Вот таким образом она одевается и устанавливается на любой высоте на окне. Будь то стеклопакет, либо деревянная рама. Будет держаться намертво. И сейчас я вам показала шторку, которая идет с гребешком.
Но можно же пошить и тюль, заложенный в складку. Вот таким образом, как я показываю на экране. И точно так же вы одеваете этот мини-карниз кафе, который, кстати, продается в любом магазине по шторам, где продаются карнизы. И это смотрится очень красиво и аккуратно. Чаще всего вы меня спрашиваете, где искать эти карнизы, и их вы не находите. Поэтому я вам показываю другие варианты, как обойтись без них. И самый первый вариант — это на резиночке. То есть, допустим, вы протягиваете с помощью булавки резинку вдоль кулиски на тюле, и потом замеряете, сколько вам нужно этой резиночки на створке окна, завязываете узелочек, и сейчас покажу, за счет чего все будет держаться. То есть обычно у открывающейся створки есть вот такой вот перепад, такая маленькая ступенька. Вы перекидываете резиночку через нее, и таким образом у вас будет держаться штора. Более того, если вы сделаете кулиску еще и по низу, то точно так же вы можете натянуть эту штору, и она будет двигаться с открывающейся створкой. И как видите, по низу точно такой же есть переход, как и по верху, поэтому все держаться будет отлично. Единственное, есть нюанс, о котором я хотела сказать и всегда забывала вам о нем напомнить. Вот этот узелочек нужно передвинуть на сторону, где проходит штора. Это важно, чтобы вот этот вот узелочек не попал под резинки, которые находятся на стеклопакете. Для деревянной рамы это несущественно. И как вы поняли, это очень легко снять, постирать и обратно повесить. Вообще никаких нет проблем. Если вам не нравится тот момент, что штора провисает посередине на резинке, то я вам сейчас покажу один метод, как сделать, чтобы она была прямая. Для этого мы покупаем штапик в магазине именно для оконных рам. Приносим домой, замеряем окно, то есть до того места, где нам нужно, чтобы висела вот эта шторка, и минусуем 1 сантиметр. Отмечаем на самой планке и спиливаем, чем имеем. Я, например, имею ручную пилку. И желательно взять, пройтись наждачкой, чтобы убрать все заусенцы. После этого переворачиваем резинку, как я вам сейчас показываю на экране. И берем тоненький скотч и хорошо фиксируем его на, допустим, правой стороне нашего штапика. Стараемся скотч при обматывании хорошо натянуть. Одеваем потом нашу штору. То есть, допустим, вот в нижнюю кулису, как я показала, переворачиваем всю нашу конструкцию и повторяем ту же самую процедуру. И как вы понимаете, вот эту резиночку, ее ширину вы должны были бы замерить на окне, вот сколько вам нужно, чтобы она хорошо натянулась, чтобы у вас конструкция не провисала. А можно, кстати, использовать не резиночку, а шнурок. Тоже будет неплохо. И хоть вся конструкция странно смотрится, на самом деле это практически тот же самый карниз кафе, просто самодельный. Никто же его все равно не увидит, зато штора не провисает и будет смотреться очень хорошо, потому что вы вот таким образом подтягиваете ее край, все закрывается, и никто даже не догадается, что вы сделали своими руками такую чудную или чудную конструкцию. И чтобы все это дело снять, берете просто канцелярский нож, срезаете пару слоев скотча или просто вытягиваете резинку, снимаете штору и идете стирать. А вот еще один вариант, но на открытое окно с помощью канцелярских зажимов. Итак, с открывающимися створками мы разобрались, а что нам делать с глухими? Итак, самый первый и самый легкий вариант: вы вырезаете ткань по стеклу и можете его наклеить на все варианты, которые я написала сейчас на экране. Края можно оставить просто срезанными, либо обработать на верлаке. Любой следующий вариант — это когда вы клеите на липучку. Итак, у меня есть в моем распоряжении липучка с клеевой основой. Продается в любом магазине для шитья. То есть, допустим, я пришиваю маму, так сказать, на саму штору, на сам тюль, а на стеклопакет либо на окно я клею липучку, так сказать, папу. То есть та часть, которая такая жесткая. На стеклопакете все хорошо получается. И сейчас клею на деревянную раму. Это была просьба тех, кто живет на съемной квартире, что с ней станет,
если снять липучку, именно такую, как я сейчас показываю, на клеевой основе. А вот что будет, снимется краска, то есть я вам показала, что лучше так не делать. Липучку можно приклеить на двусторонний скотч, но тоже есть правило, тоже есть нюанс. Чтобы она хорошо приклеилась к оконной раме, особенно на стеклопакет, нам нужно сделать то же самое, что я показывала с липучками от карниза кафе. То есть обезжириваем сначала, допустим, ацетоном для ногтей, потом прогреваем это место. Потом снимаем с двустороннего скотча защитную пленку и клеим нашу липучку. И не нагружайте сразу, дайте хотя бы 15 минут, чтобы это все дело остыло и присохло, а потом вешайте штору. И проверяем, снимается ли краска с двусторонним скотчем. Не знаю, через час вроде бы не снимается. И вы меня всегда спрашивали, что будет, если наклеить липучку с помощью термопистолета. Значит, я почти уверена, что на деревянной раме все снимется. Я имею в виду, краска снимется вместе с липучкой. А вот на стеклопакете я сейчас вам покажу, что получается. Я так вешала свои шторы на всех съемных квартирах. То есть я клеила липучку, вешала на нее шторы. И вот таким образом я снимала сначала липучку. То есть она снимается самостоятельно, без клея, чтобы вы знали. И потом нам нужно взять что-то острое. Например, какой-то короткий ножик, чтобы он был жесткий. И стараясь не поцарапать стеклопакет, снимаем вот этот вот клей потихонечку. Не скажу, что у вас получится очень быстро все это дело. Но где-то, грубо говоря, полчаса на одну створку вы потратите. Еще у меня есть такой скругленный шпателечек, и у нас все зачищается идеально чисто. Надеюсь, вам это видео понравилось, и вы взяли для себя очень много интересного и нового. Я рассчитываю на ваши лайки, комментарии и подписку на мой канал. Проследите, пожалуйста, чтобы ваша кнопочка была не красная, а серая. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Я вас всех целую, обожаю и люблю. И я надеюсь, вы заценили нашу золотую осень. Я очень старалась сделать для вас вот эти вот красивые подсъемы. В общем, я с вами прощаюсь. До новых встреч и пока!